Добрый день, меня зовут Александр, рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас 11 августа, на календаре вторник, и утро вторника приветствует нас душной, жаркой погодой. Сегодня, скорее всего, крайний день жары. На день передают 32 градуса. И после этого температура будет 24 градуса и ниже. Сейчас подождем тут. Еле-еле едущие люди проедут. Никогда не понимал, зачем ехать медленно, когда можно ехать быстро. Ну, может быть, потому что я не автомобилист, поэтому я не понимаю приколов. Так, что я хотел рассказать? Начнем с благодарности. Давно я по традиции их не рассказывал. Соответственно, первая благодарность, которая позволяет снимать ролики, это погоде. Пока что еще погода позволяет идти и снимать два дела, совмещать, даже несколько дел совмещать одновременно. Хорошую прогулку, что как бы здоровье добавляет на свежем воздухе, съемку видео, роликов. Вот, также благодарен своей текущей работе. Хорошо, что она у меня есть, позволяет оплачивать все расходы, квартплату, плату квартиры, какие-то вещи. Вот вчера стол пришел на Озон. Самый дешевый стол заказал. 100 сантиметров в длину, 60 сантиметров ширина и 75 сантиметров высота. Вчера был день зарплаты, и пришло почему-то чуть больше, чем должно было быть. Не знаю, с чем это связано. Но мне, конечно, приятно. Главное, чтобы это не оказалось ошибкой какой-то, и не пришлось деньги возвращать. Я просто рассчитывал, что с этого месяца будет меньше денег, потому что на работе задач нет, а если задач нет, то и, соответственно, это не будет оплачиваться. Вообще, конечно, ну ладно, поговорим еще на этот счет. Также, чему я благодарен, это транспорту, который позволяет добраться до работы. Вообще очень удобно, мне нравится общественный транспорт в нашей стране, в плане того, что он развит. Я могу добраться практически в любую точку города, не имея машины. Это большая экономия. Поэтому пока что еще работающему общественному транспорту я очень сильно благодарен. С каждым годом его все больше уграбливают. Хотят сделать как в странах дикого капитализма, где все будут ездить на машинах, а только малоимущие и нищие будут ходить пешком. Так. Ну, раз сейчас заговорил про работу, пару слов расскажу. Короче, фишка в чем? Что на работе есть задачи, которые даются тебе, да? И бывают такие моменты, настают, когда задач нет. И, соответственно, это время тебе никто оплачивать не будет.
Вот эта ситуация мне, конечно, не особо нравится. Хочется, конечно, стабильно распланированных задач хотя бы на несколько месяцев вперед. Там, ну, то есть, чтобы была какая-то уверенность, что доход и уровень зарплаты сохраняется. А не так, что ты каждый день думаешь, будет ли задача или не будет. В этом минусы почасовой работы. Соответственно, если у вас будет выбор такой стоять, то есть между работой с фиксированной оплатой и между работой с почасовой, то как бы выбор принимайте сами, но понимайте, что если бэклога по задачам на год вперед или там на несколько месяцев вперед нет, то это чревато тем, что вам могут перестать платить. И вы можете не сохранить свой доход. Соответственно, все риски берете на себя. Поэтому как вы думаете? Вообще, сегодня еще в сегодняшнем ролике хотел рассказать про то, что вчера стол пришел. Я в прошлом ролике рассказывал, что заказал, что он придет в пункт выдачи Озон. Ну, соответственно, я вчера чуть пораньше с работы поехал, чтобы успеть в пункт выдачи. У меня потому что работа, вот так вот совпадает, что работаю примерно до 7 где-то, пока доеду до своего микрорайона уже 8. А если задерживаюсь на работе, то только к 9 приезжаю. А пункт выдачи работает до 9. И я постоянно не стыкуюсь. То есть он закрывается, я приезжаю, а он уже закрыт. Вот. Вчера, соответственно, пораньше ушел, чтобы успеть. Пришел на пункт выдачи. Все, пропикал QR-код. И девушка там, которая выдает заказы, показала, что вот у стены стоит типа стол запакованный там в коробку, перетянутый там этими транспортировочными лентами какими-то вот этими. И я смотрю, что он там в нескольких местах коробка просто порвана, то есть как будто ее там швыряли просто вот так вот. Ну, у нас же как обычно компании, которые доставляют вообще любые эти, они не церемонятся с грузами, просто швыряют, кидают. То есть как бы для них сохранность груза клиента это вообще их не интересует. Особенно ребят, которые там занимаются вот этой перегрузкой и так далее. То есть они ведут себя абсолютно не церемонясь с этим. И поэтому коробка в нескольких местах порвана была. Я такой тяну ее на себя, ну, чтобы начать забирать. А девушка говорит: не хотите, типа, проверить? Я говорю: а зачем? Ну, типа, я говорю: ну, смотрите, а коробка порвана в нескольких местах. Может быть, там что-то не так? Я говорю: ну, раз вы настаиваете, давайте посмотрим. А сам стол, он хоть и небольшой, 100 на 60, сама столешница самая большая, верхняя, но там пункт выдачи небольшой, и как бы шибко много места, где разместиться, чтобы его распаковать, тоже нету. Ты же не будешь его вертикально распаковывать. А чтобы горизонтально распаковывать, стол для распаковки очень маленький. Он не влезет в него. Я поэтому все тупо просто на пол положил и на полу начал распаковывать, как будто я в какой-то детской игровой комнате игрушки распаковывал. Сидел на полу, там распаковывал. В итоге я открыл эту коробку, вскрыл. Ну, как сказать, упаковано все было, конечно, не особо. Никакого пенопласта там. То есть полностью корпус от этих вот напиленных ЛДСП не защищался от слова совсем.
Да, там по краям, по контуру, по периметру коробки был какой-то поролон или пенопласт, я не разбираюсь шибко в этом, проложен сантиметровый где-то. Но как бы, а остальные вот эти вот части, которые боковины, которые коробки, не по периметру, а которые боковые стороны, они были свободные просто, то есть никакого даже малейшего тонкого какого-то пенопласта проложено не было никакого. То есть любой удар в бок по этой коробке там запросто бы вмятину оставил на этой ЛДСП или проломил бы ее. То есть упаковщик абсолютно не задумывается об этом. Ему это не интересно. Ну, понятно тоже, это самый дешевый сегмент мебели. То есть стол стоил в районе 2000. То есть, что я должен был ожидать от этого? Слава богу, что коробку хоть в коробку упаковали. И то хорошо. И в итоге мне повезло. Я посмотрел внешне, столешница целая, сколов никаких нет, кромления, все приклеено, ничего не отстает. Я такой, ну слава богу. В эту лотерею я немножко выиграл, но потом увидел, что на боковой ножке, то есть стол состоит из 4 частей: столешница, 2 боковые ножки и перекладина, которая соединяет ножки для жесткости. Я увидел, что на левой ножке как раз с лицевой части стороны внизу такой сдавленный удар. Ну, чуть-чуть сбита, ну, боковинка вот эта. Ну, как бы там ничего критичного. То есть она, если ты ее увидишь, что да, как бы видно, что оно там сбито. Но, в принципе, на функционал стола это никак не влияет. И я подумал, да и хрен с ним. Сейчас еще из-за такой фигни я буду возвраты там какие-то делать. Потом отправлять все это, потом еще куда-то менять. И я подумал, что ладно. Мне самое главное не внешний вид было, а чтобы функционал стола работал. Чтобы просто был дешевый стол. Поэтому как бы я такой, ладно. Это не сильно критично. И, соответственно, я вытащил все это, посмотрел. Все остальное было целое. То есть была инструкция, то есть листочек там, как собирать. Про инструкцию потом отдельно расскажу. И крепеж был в пакете, все хорошо упаковано, то есть там крепежные все штучки были. Как бы к этому вопросов нет. Ну, соответственно, я вскрыл же коробку. Я транспортировочные ленты все перерезал, которые вот эти пластиковые. И я такой, блин, а как я понесу сейчас? Ну, типа, начал упаковывать обратно скотчем все это. Взял скотч. И фишка-то в чем, что конструкция неудобная в плане упаковки. То есть тебе как бы, чтобы провернуть скотч вокруг этой, ну, прямоугольной упаковки, она 100/60. И тебе надо как бы либо помощь друга, либо его положить, потом перевернуть, опять проклеить. Короче, в итоге с горем пополам я это скотчем кое-как стянул все это и пошел на выход. А на выход тоже неудобно, он несподручно его руками тащить. То есть, что так ты его горизонтально повернешь руками, не проходишь. Ну, проходишь, но неудобно. Что наоборот по ширине взять. Короче, в итоге кое-как я с ним в позе таракана выполз из этого пункта выдачи. И, соответственно, дальше пошел по улице, упер эту коробку себе в бок, чтобы хоть как-то какая-то точка опоры была, и рукой придерживал. Донес там до подъезда, и дальше уже это.
Потом дома еще финально все распаковал, вытащил, посмотрел. Ну все цело было, да, кроме вот этой вот левой части опоры, которая чуть-чуть там сбита была. Покушал и начал распаковывать. Ой, не распаковывать, а собирать. То есть инструкция там. В принципе-то, что там, 4 детальки соединить, там как бы это проще, чем конструктор Лего собрать, поэтому самый такой вопрос возник, когда там надо было, там на инструкции настолько мелко нарисовано, какой крепеж куда втыкать, что можно перепутать. Но когда ты потом смотришь на саму конструкцию, то по самой конструкции понятно, что куда втыкать. Поэтому как бы я недолго думал, как там что собирать. Там крепеж состоял из обычных каких-то, забыл как называется, короче, какие-то шурупы, которые сами себе нарезают посадочное, ну, отверстие, то есть забыл как называется, короче, крепеж. А также были фиксирующие какие-то болты, которые через поворотную гайку там фиксируются. Ну, обычные, вот как, которые столы собираются, чтобы их зафиксировать, столешницу, закрепить. Там за головку винта крепятся эти разные, ну, крепежные отверстия. И, соответственно, их тоже там всего по 4 было. Деревянные какие-то вот эти, не чопики, а как их называть, как называть их? Деревянные втулки вот эти, которые тоже как крепеж. Соответственно, их 4 было штуки, 4 болта, которые крепятся на поворотную гайку. И вот эти саморезы, которые надо было в корпус нарезать самому. То есть при закручивании они сразу нарезают себе резьбу в ЛД-спехе в этой. Ну, в принципе, я все это сделал. Потом помучился немного, чтобы сверху вставить крышку. Не крышку, а столешницу, чтобы сверху поставить, чтобы она с отверстиями совпала в боковых ножках. Там в каждой боковой ножке по 4 отверстия. И ответный крепеж столешницы вставляется туда просто. Вот, а потом поворотной гайкой, там, отверткой закручивается, фиксируется. Ну, соответственно, немножко помучился там. И в итоге все установил и попробовал покачать стол, и он, короче, качается. Ну, не сильно, конечно, прям, что совсем прям разбалтанный, как у меня мой старый стол компьютерный, на котором сейчас текущий компьютер. Он вообще полностью качается. Но тоже качается, как бы. Я-то хотел вообще монолитный, чтобы никаких даже движений не было. Но, короче, пока такой. Монолитный стоить будет, наверное, гораздо дороже. Конечно, я мечтал о нем, но за такие деньги, как я купил вот этот вот текущий стол, лучшего ожидать не стоит. В принципе, я теперь могу на этом столике не только работать, но и распаковки делать. То есть у него поверхность позволяет. Удобно крепеж для штатива поставить. Надо будет опробовать. Какую-нибудь распаковку сниму уже на новом столе. И пока что как бы на текущий момент это все изменения, которые сделали в квартире. В плане того, что
Надо теперь весь хлам куда-то девать. То есть поставили стол, убрали сушилку в другой угол. И кучу вещей там. Появилась куча одежды, которая не хватает очень шкафа. Надо скорее делать этот чертеж новых шкафов и отдавать уже каким-то мастерам на изготовление, потому что кучу хламья, его некуда складывать, вешать, то есть вещей вот этих всех. Надо все-таки на выходных заняться, половину всех этих коробок, всего этого выкинуть, остальную половину на Авито выставить, чтобы вот это вот расхламление поскорее произошло, потому что надоело. Из одного угла все это перекладываешь в другой угол, и в итоге оно все еще больше накапливается, короче. Конца и краю там нет. Вот такими радостями я готов был поделиться с вами, друзья. Пока что в данный момент только новый стол куплен из всех тех запланированных вещей, которые, если даст Бог, зарплата будет стабильная на работе, будут задачи, то есть оплачиваться зарплата будет, ну то есть не 0 я буду получать, а зарплату, то тогда дальше продолжим там. Но с шкафом 100% надо заказывать, продолжать, потому что месяц как минимум они будут делать, если не больше. То есть это только к середине осени, дай бог, оно будет готово. И там уже буду собирать. Или сборщик приедет, не знаю, как там это все устроено будет. Если будет понятная инструкция, то сам соберу, а если только с помощью мастера там будет как-то условия, то ну, пусть мастер собирает, мне какая разница. Мне главное финальный результат. Ладно. Это все, что я хотел в текущем ролике рассказать сегодняшнем. Спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы уведомления о новых роликах приходили. Задавайте вопросы в комментариях. Буду стараться отвечать на них видео ответами. Буду упоминать вас в роликах. Еще раз спасибо за просмотр. До скорого, друзья. До свидания.